Всем добрый день! С вами канал На Позитиве, и мы приветствуем вас из самой знаменитой улицы в Одессе, из Дерибасовской. Мы сегодня хотим вам показать обстановку в городе, как отдыхают люди, уже вечер, и мы надеемся, вам понравится прогулка по нашей любимой Дерибасовской. Ну что, мы входим в наш прекраснейший горсад. И покажем вам, как он выглядит сейчас. Сегодня не выходной, поэтому мало людей можно увидеть. В субботу, воскресенье здесь, конечно, сотни людей. Смотрите, какая красота! Это улица, на которой всегда есть люди, всегда есть туристы. Здесь всегда громко, весело, играет музыка, и в воздухе царит хорошее настроение и приятная атмосфера. А сейчас подойдем просто к сказочному месту в горсаду, и отсюда уже видно, как играет здесь сад всеми красками. Боже, какие красивые тюльпаны! Они уже отцветают, эта красота уже отцветает. Очень приятно видеть город чистым, ухоженным, цветущим в такое сложное время и для города Одессы, и для всей Украины. Ты просто идешь и на минутку забываешь обо всем и просто отдыхаешь. Это необычные тюльпаны, и видно, что тюльпаны разных сортов. К сожалению, эта красота уже отцветает, но все равно, хоть немного она порадовала своей прелестью жителей города. И, конечно же, проходя мимо, мы не можем не понюхать эти прекрасные тюльпаны. Они невероятно пахнут, просто невероятно. Чувствуешь себя в Голландии? Чувствую себя в сказке, в одесской сказке. Мы нашли какой-то новый вид тюльпанов в горсаду. Они похожи очень на пластиковые, такие набитые, по 3 тюльпана на одной веточке. Посмотрите, какая красота. Мы забыли, чего мы пришли. Они как розы. Они как розы. Боже, какие молодцы, так стараются. Все любуются садом. Никто не может пройти мимо. По последним новостям по погоде в Украине обещают скандинавский циклон. И обещают, что будет и мокрый снег, и очень сильный ветер, и дожди, и туманы, и очень сильное понижение температуры. Поэтому, кто еще не погулял по берегу моря, по Аркадии, по Дерибасовской, выходите, пока у нас последние дни лета, лето в апреле. Когда в горсаду мало людей, можно поистине насладиться красотой города и тишиной, относительной тишиной. Посмотрите, как прекрасен наш город. Особенно весной, когда все начинает цвести и зеленеть.
Видите? Девушка фотографируется на стуле. Они все знают, что этот стул расположен на площади Остапа Бендера. И эта площадь самая маленькая во всем мире. И она всего лишь 5 квадратных метров. Вот такое вот интересное все в Одессе. Тоже надо посидеть. Давно мы здесь не сидели. Сами садимся и вас с собой берем. Ой, очень удобно. Стул такой скользкий, его так отполировали, на нем невозможно сидеть. Сколько здесь побывало сотен тысяч туристов. Посмотри, какой он скользкий, на нем невозможно сидеть. Вот она, известная площадь в Одессе, площадь имени Остапа Бендера. Вот этот круг весь. Это и есть площадь всей площади. Вот так вот. Какие красивые автомобили убирают Дерибасовскую. Все новое и современное. В такое сложное время город старается. Наш город весной превращается просто в сказку, и, к сожалению, у каждого из нас не всегда есть время приехать и посмотреть на нее. Но наша жизнь сейчас такая непредсказуемая, что нужно стараться находить хоть немного времени свободного, чтобы приехать и полюбоваться красотой природы, красотой нашего города и получить от этого большое удовольствие. Настроение в центре города создают различные яркие мишки. Вот так вот, чтобы дети и взрослые могли проходить и улыбаться. Прогуливаясь по городу, вот заведения здесь встречают сразу с вкусными украинскими напитками. Это наливки со Львова. Цен здесь нету, цен здесь нету, есть только процент. Кстати, вот этот ресторан Кинза, мы его очень любим. Здесь вкусный кебаб, вкусные хачапури, и мы обязательно с вами его посетим. Часто на выходных вечером, в субботу, в воскресенье на Дерибасовской молодежь устраивает танцы. Народные гуляния. Народные гуляния. Некоторые не понимают этого, что происходит в городе, но, наверное, надо все-таки снимать хоть иногда стресс. Слишком много его накопилось, и люди приходят на Дерибасовскую как для снятия стресса. Давай. В Одессе приглашают туристов на экскурсию по городу. И, конечно,
В выходные дни это пользуется популярностью. Конечно же, в центре города, несмотря на войну, много открытых заведений, кафешек, кофеен, ресторанов, в которых можно зайти, вкусно покушать и выпить вкусный кофе. Кстати, за моей спиной находится один из самых старых домов, а можно сказать, даже самый старый дом в Одессе. Он называется домом Феликса Дерибаса, или другое название у него дом Исаковича. И датируется он постройкой где-то 1790 года. Это уже достаточно давно он был построен. Вот так вот. Хорошо, когда памятники архитектуры сохраняются на долгие годы и радуют жителей города и туристов своей красотой и историей. Мы в центре города, и сейчас началась воздушная тревога. Мы только говорили за Нету микрофона. Так. Мы Мы сейчас пришли на прогулку. И как всегда мы только выходим снимать прогулку, и что-то случается. Идем читать, что случилось. очень неприятное ощущение, когда ты в центре города и воздушная тревога. Очень много иностранцев, и они не знают, что делать, куда идти. Все-таки туристы приезжают в город, и когда начинается воздушная тревога, все равно люди начинают нервничать. Мама, непонятно. Снимали Дерибасовскую, ждем теперь баллистику с Крыма. Идем Люди куда-то уходят. прятаться. Вот так музыка играет, деревья цветут, дети радуются, раз и баллистика с Крыма. Идем. Нам повезло, мы уже пришли опять на Дерибасовскую. Тревога была очень быстрая и, слава богу, тихая. Люди опять все вернулись на Дерибасовскую, в горсад. Идемте дальше что-то посмотрим. Выглядит восхитительно. Несмотря на то, что сейчас только середина апреля, в Одессе июньское тепло, и распустились уже и цветы, и кустарники, и деревья. Нас спрашивали наши заграничные зрители, есть ли в Одессе магнолии. Есть, они уже расцвели, мы попытаемся их найти и вам показать. А сейчас приглашаем вас все-таки полюбоваться нашей весенней красотой. Не все знают, что в Одессе есть единственный в мире фонтан духов. И он находится за моей спиной. Этот фонтан был открыт в честь 210-летия основания города Одессы. Его автором является французский парфюмер Кристоф Лакарен. Это сооружение расположено, как я уже говорила, в горсаду, и вместо воды каждый час фонтан распыляет специальные, подобранные Лакареном, ароматические составы. Совместно со специалистами Львовской косметической фабрики Лакарен создал 21 аромат. Это очень интересно, потому что, повторюсь, такого нету больше нигде в мире. В Одессе большое количество красивых, модных, интересных заведений. Сегодня будний день, поэтому они пустые, но в выходные здесь, конечно же, совершенно другая ситуация. Всюду слышны приглашения на экскурсию. Голос Одессы. Ирина с Леонидом Утесовым передают всем большой привет
прямиком из Одессы. Да, и мы вместе с Леонидом Утесовым всех приглашаем в Одессу. В мирную уже Одессу. В центре города можно купить кофе для себя и в горсаду насладиться его вкусом. Здесь различный авторский кофе, хот-доги. Все можно купить и перекусить. Здесь на Дерибасовской есть магазин Сваровский, он всегда имел красивые витрины, можно было поразглядывать ювелирные украшения, но сейчас он выглядит по-другому. Он забит фанерными листами, потому что из-за взрывов вылетают окна. Вот так вот сейчас выглядит Одесса. Очень жаль, что страдают фасады красивых магазинов и зданий. Сейчас уже вечер, и количество людей увеличивается. И приятно слышать иностранные языки в городе. Это значит, что приезжают туристы, продолжают приезжать туристы, привозить деньги, поднимать экономику страны, ну и любоваться красотами нашего города. Улица Дерибасовская не всегда была пешеходной улицей. Самый первый в Одессе троллейбус был запущен именно через улицу Дерибасовскую, а уже с 1984 года эта улица стала пешеходной. Вот так вот. А раньше по ней можно было покататься на троллейбусе. В центре города, как всегда, много голубей, с которыми можно сфотографироваться. Надеемся, это голуби мира. И принесут. Можно погладить милых, таких пушистых заек. Смотрите, какая прелесть. Из кроликов на шурпу не берут. Конечно, не барашка, но подойдет. Все работает, все заведения работают. То, что в начале войны было закрыто, сейчас все открылось и принимает с радостью гостей. Раньше у нас в Одессе был только Макдональдс на Дерибасовской. Но пару лет назад буквально открылся еще KFC. Здесь в первый день открытия KFC была огромная очередь. Потому что раньше он был, по-моему, только в Киеве и других городах, но в Одессе его не было. Одесские дороги изначально представляли из себя местность из воды, грязи и ракушняка. И Дерибасовская стала первой улицей в городе, где из лавы самого вулкана Везувия и гранита построили мостовую. Камни из везувийской лавы для посещения Дерибасовской привозили из самого Неаполя. Вот такая вот непростая наша Одесса. Kochani, drodzy widzowie z Polski, no zobaczcie, tutaj w tym domu na ulicy Derybasowskiej mieszkał Adam Mickiewicz, znany bardzo Polak. Tutaj tak jest napisane, że mieszkał znany Polak, polski poeta Adam Mickiewicz jeszcze w 1825 roku. Więc o, taka ciekawostka tutaj. К счастью, воздушная тревога уже закончилась и можно расслабиться. Пока.
Это за сегодня уже была вторая воздушная тревога, и мы будем очень надеяться, что на сегодня это была последняя. Мы обратили внимание, что в заведениях очень-очень мало людей. В основном люди все приходят в рестораны сейчас только по выходным. Пятница вечер и суббота-воскресенье. Потому что, конечно, платежеспособность у людей уже не такая, как раньше. И не каждый может позволить себе ежедневно посещать рестораны. Очень мало людей. И, конечно же, предприниматели в убытках. Зато посмотрите, какие у нас красивые в Одессе есть рестораны. Спасибо. Так, где же люди? В центре нету людей. Наверное, либо все отдыхают после выходных. Так, видно, что здесь можно покушать устрицы. У нас некоторые зрители спрашивали, а растут ли экзотические деревья в Одессе? Конечно, в Одессе растут экзотические деревья. Например, лимоны. Но, конечно, они искусственные. Здравствуйте. Моцарт считался всегда один из самых дорогих и самых престижных отелей в Одессе. Сейчас посмотрим, что можно покушать и еще в ресторане Моцарт. И посмотрим цены. Показываю всем цены, чтобы, если бы вы собирались в Одессу, то знали, на что рассчитывать. Многие зрители спрашивали, что это за деревья растут у нас возле оперного. Это японская сафора. Они действительно выглядят просто сказочно. Мы надеемся, что вам понравилась наша сегодняшняя прогулка по Одессе. Подписывайтесь, конечно же, на наш канал и обязательно ставьте нам лайки. Это помогает в продвижении нашего канала. До встречи в наших новых видео. Мы вас целуем, любим, обнимаем и желаем вам всего самого прекрасного. И, конечно же, будьте счастливы. До встречи в следующем видео. Пока-пока.